Так, всем привет! Наконец-то мы отправляемся в долгожданную экспедицию. Едем на север Канады. Значит, город Туктаяктук. Самая северная часть Канады, куда вообще можно доехать на машине, либо вообще каким-то транспортом. Ну, мы не берем во внимание там самолеты, вертолеты, именно наземным транспортом. Вот. Все остальные места это просто непроходимые, там каменно-болотистая местность. Поэтому сегодня мы отправляемся и решили все-таки ехать в ночь. Едем до города Эдмонтон. Следующая наша остановка. Вот, там ночуем, отдыхаем и отправляемся дальше в город Уайтхорс. Это территория Юкон. Итак, выглядит это все вот таким вот образом, наше снаряжение. Вот, ну и, естественно, сзади все заложено, сложены задние сиденья и отправляемся в путь. Первая остановка. Лена пошла в KFC за едой в дорогу купить немножко. Я посмотрел ремешки, подтянул, и сейчас выдвигаемся уже дальше, уже конкретно едем на город Эдмонтон. Там мне показывают 1300 километров, там около 13 часов дороги выходит. Вот. Посмотрим, что нас ждет впереди, а впереди нас ждет очень много. Доброе утро. Остановились на привал сегодня ночью. Комаров очень много. Пока расстелились в салон машины, понапускали комаров. Сейчас покажу, как мы расположились. А уже залетел комар. Отсюда. Так, вот так мы расстелились. Вот так спали. Так что сейчас надо будет раздобыть где-то кофе и выдвигаемся дальше в путь. Ну, должен сказать, сеточки, которые я поставил перед радиатором, работают, потому что радиатор вроде как чистый, но на сеточках мошкары очень много. Так что, в принципе, ехали вчера по трассе, я не заметил, что перегревалось, то есть обычный температурный режим. Так что эти вещи работают достаточно хорошо. Вот, и не надо будет лишний раз мыть радиатор. Кофе. Ты что хочешь? Какой кофеечек? Ну, посмотри, что там есть. Наши любимые? Я хочу мой любимый. Если нет, есть. Есть, конечно. Давай заказывай. Два? Да. Карамелька, да? Да. Да. Так, привал со скачеванием. Взяли кофе в Макдональдсе. Вот, сейчас попьем кофе и поедем дальше. Не могу понять, почему все шутят, что в Соскочеване все серое. Это что, небо голубое, трава зеленая, все цветное, кофе вкусный. Да, ну, почему-то люди, да, говорят, что все серое, все такое мрачное в Соскочеване. Ну, вроде как и даже неплохо. Ну да. Кстати, ночевка. Мы так классно ночевали в зоне отдыха возле дороги в небольших городках. Есть как бы островки,
зоны отдыха, где ты можешь спокойно отдохнуть или сделать привал, помыть руки, сходить в туалет, либо посидеть, поужинать на лавочке, если тебе нужно. Что, в принципе, мы сделали небольшой привал на пару часиков и сейчас заправляемся. Кондер, пожалуйста, можно сразу? Мы в Саскатуне заехали в Коско, заправились, взяли немножко еды в дорогу и продолжаем наше движение в Эдмонтон. Заметил такую особенность, когда мы ехали через Саскачеван, на лобовое стекло налипли вот эти все мошки, разные насекомые. Но когда пошел дождь, я пытался их смыть омывайкой, купленной в Костко. И я не могу смыть этой омывайкой остатки этих мошек с лобового стекла. То есть, как я не пытался, не получается. Но когда в Саскачеване пошел дождь, он просто-запросто посмывал этих всех, всю мошкару, все следы. Причем не только на стекле, он полностью со всей машины посливал. Вот я, честно, я не знаю, из чего идут дожди в Саскачеване. Так, ребят, в общем, добрались мы до Эдмонтона, 16 часов в пути. Естественно, с остановками. Там мы останавливались на ночевку. Где-то 3-4 часа поспали примерно, я точно не помню. Вот, значит, самое интересное, что в Эдмонтоне бросается в глаза, это очередя. Заехали на Костко, хотели на заправку попасть, а здесь очередь аж вокруг магазина. Это просто сумасшествие какое-то. Поэтому решили, может быть, либо завтра утром заправимся перед выездом уже, либо будем искать другую заправку, потому что это вообще нереально. Тут можно всю жизнь ждать и не дождаться этой очереди. И то же самое в самом магазине в Костко, внутри тоже это просто, скажем так, по меркам Манитобы, по меркам Виннипега, это просто, я не знаю, тут с ума сойти можно в этих очередях. Это просто ужас. Да, Виннипег расслабляет. Виннипег, да, он как-то так более расслабленный в этом плане. Да, и в плане пробок на дороге, развязок и соблюдения скоростного режима. Так что здесь это как-то все жестче, плотнее и больше. Наконец-то мы заселились, мы сняли комнату на Airbnb, и сейчас мы вам ее покажем. Такая у нас комната. Очень светлая. Здесь, в принципе, есть все, что нужно. Есть полотенчики, отдельно для снятия макияжа. Черная. Большая кровать. Телевизор. Шкаф. В шкафу еще дополнительный комплект и халаты. Да. Это я. Итак, мы собираемся уже уезжать из Эдмонтона, переночевали здесь и отправляемся дальше по пути в Уайтхорс. Впереди нас ждет еще 2000 километров до Уайтхорса. Посмотрим, что будет с дорогой и когда мы сможем приехать на место. Вот. Ну а сейчас мы выдвигаемся на заправку в Костко и дальше в путь.
Итак, мы сейчас находимся на начале, на нулевой точке Аляска Хайвей, которая отсюда стартует и идет прямо на Аляску. Очень красивая живописная дорога, но поскольку у нас нет виз, мы едем по другой дороге, которая называется Демпстер Хайвей. Не менее интересная дорога будет и не менее сложная, поэтому оставайтесь с нами, а мы продолжаем наш путь. Вы можете построить 1500 миль дороги за 8 месяцев по дикой местности Аляски, Канады. Вы ведь шутите, не так ли? Но именно это и произошло. В ответ на нападение на Перл-Харбор президент Рузвельт санкционировал строительство дороги на Аляску. Голос диктора периодического радио. Эффективная оборона Аляски имеет первостепенное значение для обороны континента. Аляска наиболее подвержена попыткам противника закрепиться в Северной Америке. На следующий год после базовой подготовки в области строительной инженерии 11 тысяч человек были отправлены на север. Более трети прибыли из 3 полностью черных полков, 93-го, 95-го и 97-го инженерных. Чернокожих солдат редко отправляли в бой, а скорее направляли в трудовые батальоны с более низкой оплатой труда. Назначение на Аляску было беспрецедентной возможностью получить зарплату и льготы, равные тем, что получают белые солдаты. Кроме того, черно-белые подразделения должны были работать над одним и тем же проектом. Это было практически неслыханно. Работа началась зимой 1942 года сразу в 5 направлениях, причем парные подразделения работали независимо друг от друга. Условия на севере всегда были суровыми, и эта зима была самой холодной за всю историю наблюдений. Голос персонажа: «Господи, было очень холодно. Если бы вы прикоснулись к чему-нибудь металлическому голыми руками, то не смогли бы содрать кожу». Клифтон Монк. Голос персонажа: «Кожа замерзла бы, поэтому мы брали галоши, резиновые галоши, мы называли их арктические, и надевали 3-4 пары носков. Мы бы удвоили расходы на штаны». Голос персонажа капрала Дональда Нолана: «Несколько месяцев подряд я не мог нормально выспаться. Мне снились кошмары, что я замерзаю насмерть. Лето 97-го инженерного полка было не намного лучше. Грузовики увязали в тающей вечной мерзлоте, а гигантские москиты массово пикировали на нас. Работы на шоссе продолжались. Через 8 месяцев после начала строительства дорога была закончена. Так, в общем, позвонил наш товарищ с Уайтхорса, с Юкона, вот, и сказал, что наша экспедиция под угрозой срыва, потому что через реку Маккензи ходит паром, на котором переправляют машины, и он сломался. В общем, когда починят, в общем, неизвестно. Кто-то из туристов, кто уже там, уже на Туктаяктуке, не могут вернуться назад. Вот, мы, допустим, под вопросом, попадем ли вообще туда. В общем, как-то вот так печальное известие, вот, но мы все равно продолжаем пока наш путь на Уайтхорс, к ним в гости сначала.
Вот, а там уже будем смотреть. Может, мы хотя бы куда-то доедем. Или почините. Да, или, может быть, все-таки починят паром, потому что, честно говоря, проделать, проехать такое расстояние и... То есть не доехать буквально чуть-чуть, это очень, скажем так, обидно, наверное. Ну, в общем, как-то так. Пока едем дальше, наверное, уже... Сейчас дело к вечеру, будем искать кемпинг, где остановиться. Вот. И завтра продолжать движение. В общем, пока вот такие новости. Но прежде чем двинуться дальше, стоит обязательно посетить деревню пионеров Уолтера Райта, расположенную на 1,5 мили Аляска Хайвей. Итак, деревня пионеров Уолтера Райта в Доусон Крик, Альберта – это живое свидетельство ранних поселенцев, пришедших сюда в начале 20 века. Основанная в 1914 году, эта деревня представляет собой уникальное окно в прошлое, где сохранились здания и артефакты, которые рассказывают о трудностях и достижениях первых поселенцев. Эти люди осваивали суровые земли, строили дома и развивали сельское хозяйство, создавая будущее для себя и своих потомков. Прогуливаясь по улицам деревни, можно почувствовать дух того времени, простую, но полную решимости жизнь, наполненную трудом и надеждой. Погружаясь в атмосферу, где каждое здание, наверное, помнит больше историй, чем любой ваш сосед, а каждый уголок, каждая постройка сохранили память о том, как строилась жизнь в эти исторические времена, и дают возможность глубже понять, как выглядело становление нового мира. All points on the highway from Watson Lake to Fairbanks. By October 1943, there was only one gap left in the highway. It was just east of the Alaska-Yukon border. On the 13th of October, the remaining gap was only a few hundred feet. There were two crews working toward each other. In this section, there was permanent ground frost. That meant the ground stayed frozen all summer long, down to a depth of 50 or 60 feet. If the surface cover of moss and vegetation were disturbed, Так, это у нас новая заправка. Здесь ты сначала заправляешься, запоминаешь суммы, потом идешь платить вовнутрь. 2,30 за литр. Привет. BC. Это просто не передать словами. Вот там вот козлики. Я не знаю, видно отсюда или нет. Там, в общем, семья козликов, 2 взрослых и 3, по-моему, маленьких или 4. В общем, вообще прикольно так. Это Британская Колумбия. А здесь озеро, вода такая вообще лазурная. Ну, наверное, не передать просто словами этих всех эмоций. Знаете, чем выше поднимаешься на север, тем дольше световой день.
На самом деле, как бы ничего необычного, да, то есть это вполне логичное явление, но одно дело, когда ты это просто знаешь, а другое дело, когда ты прочувствовал, да, на себе. Вот, например, сейчас я вам покажу, сколько у меня времени, и все еще светло, и солнце даже еще не село. Сейчас видно должно быть начало первого времени, все еще светло. И я думаю, ну, по крайней мере, до часа ночи точно будет еще светло. В общем, как-то так. Решили сделать привал, потому что все-таки уже начало первого. Вот. Вроде как и спать не хочется, но все равно какая-то усталость присутствует. Лена пошла узнать, чтобы нам дали место в кемпинге, потому что уже никто не работает, регистрации нет, только утром. Вот, и мы хотели бы остановиться, но просто не знаем, на какое место можно стать. Ну, и сейчас будем выяснять. Очередное утро, мы заночевали в кемпинге. Городок называется Форт Нельсон. Это где-то посередине пути между Эдмонтоном и Уайтхорсом. И сейчас пьем кофе в Тим Хортонсе и выдвигаемся уже на Уайтхорс. Я надеюсь, что мы успеем сегодня к вечеру туда доехать. Потому что чем раньше мы туда доедем, тем больше мы там сможем отдохнуть с дороги. Вот. Поэтому едем. Мы сейчас сделали привал на горном перевале, или я не знаю, как правильно это сказать. Место красивое. Сзади меня горная река. Небольшая, но в лесу, но шумит. Горы между нами. Наш дом на этот месяц. Опусти стекло. Привет, медведь. Ты кушай. Вот и подошла к концу первая часть нашего путешествия. Через 5 канадских провинций, открывая перед нами бескрайние просторы и неповторимые пейзажи. 3 дня и 3500 километров дорог остались позади. В конечном итоге мы достигли города Уайтхорс в провинции Юкон. Впереди нас ждет экспедиция к самой северной точке Канады, к побережью Арктического океана. Уайтхорс станет нашей перевалочной базой, местом, где мы сможем отдохнуть и подготовиться к следующему этапу нашего путешествия. Здесь нас тепло встретили наши друзья и будущие партнеры по предстоящей экспедиции, живущие в этом северном городе.
Мы все с трепетом ждем предстоящее путешествие за горизонт, которое манит нас неудержимой силой, обещая незабываемые моменты и новые достижения. Спасибо, что были с нами на этом пути, и до новых встреч на дорогах к северу.